Російські десантники воюють в Україні. Доказів прямого військового втручання з кожним днем дедалі більше. Матерям загиблих кажуть, що ті постраждали на навчаннях. Насправді терористи ховають їх просто в траншеях, безіменних могилах. Росії вони вже не потрібні. Поки що ключові пости десантники Псковської дивізії займають на кладовищах. Їх, людей без документів, ховають просто в траншеях. Замість імені та прізвища у загиблих лише порядковий номер. У Псков надійшов вантаж 200. Хто не в курсі, саме Псковська Чернігівська дивізія не веде бойових дій в Україні. Україна ховає своїх як героїв, а Росія як бомжів. Таке повідомлення залишила на сторінці в соцмережі росіянка Тетяна Самосудова, але майже одразу пост видалила, а потім ще й спростувала. Таких, як Тетяна, у соцмережі виявилося багато. Жінки російських десантників після цього стали обережнішими і всі свої страхи обговорюють лише між собою в закритій переписці. Я нібито теж стурбована дружина і починаю з ними спілкування. В особистій переписці жінки скаржаться, жодних офіційних повідомлень про смерті російських бійців влада не надає, а українським ЗМІ вони не вірять. Марія Гаврилова із Вольська теж розшукує чоловіка із 76-ї дивізії. Але, як зрозуміло з переписки, марно. Жінка і мені обіцяє допомогти хоч якимись контактами. Не всі з моїх співрозмовниць знали, куди насправді поїхали їхні чоловіки. Такий собі Павло Сташков ще напередодні втішав їх, що кілька десантників вижило. Просто Кремль від них відхрестився, але згодом його профіль зник із соцмережі. Міністерство оборони Російської Федерації запропонувало обговорити передачу полонених, але там відхрещувалися навіть від живих бійців. Сказали, що це не їхні люди, і Міністерство оборони їх в Україну не посилало. Адже якби вони визнали, то цей факт агресії був би задокументований. І поки Росія продовжує заперечувати свою загарбницьку діяльність в Україні, єдине джерело інформації для них – користувач Стас Барбос. Саме він виклав у мережу фото могил, де, ймовірно, поховані російські вояки. Це все, що вдалося зробити. Саме розумієш, ніхто розпізнаванням не займався. В Башкирии прошли похороны военнослужащего Марселя Араптанова. Его обезглавленное тело было доставлено в родное село Новотаймасово из Ростова-на-Дону. Похороны военнослужащего Марселя Араптанова прошли в минувшую пятницу, 22 августа, в башкирском селе Новотаймасово. Марселю Араптанову был 31 год, служил в российских вооруженных силах по контракту 13 лет. Из его профиля в социальной сети вообще мало что известно. Был женат, политические взгляды умеренные, о своей работе не распространялся. Фотографии не постил. В похоронке, которую выдали родителям, указано, что Араптанов погиб 12 августа этого года. Причины и обстоятельства его гибели уточняются. При вскрытии гроба оказалось, что тело Араптанова обезображено, у него не было головы, и родным пришлось опознавать его по шрамам и родинкам на теле. Его брат ездил забирать тело, там головы, говорит, практически нету. Это шандарахнуло его. Хоронят, скрывают же гроб, нельзя гробу хоронить. И головы, говорит, там не было. По ногам узнали, говорит, это он, говорит. Ну, по шрамам и так далее, родинки там. Мне сказали так, там убито было 60 военнослужащих, и в основном с наших краев. Тем временем в интернете не только в интернете люди ищут своих пропавших родственников. История с последствиями военного столкновения возле украинского села Георгиевка, в котором участвовали псковские десантники, продолжает пополняться фактами. Сегодня «Дождю» удалось связаться с Виталием Фокуменко. Он ищет своего двоюродного брата, который проходил срочную службу в 76-й Псковской дивизии. В начале августа он рассказал, что уехал на полигон, затем позвонил 16 августа, и с тех пор связь с ним пропала. Виталий рассказал, что нашел фамилию своего брата в том списке поверки, который нашли украинские журналисты в Луганской области. В этом списке было имя Леонида Кичаткина. Его похороны прошли в Пскове 25 августа, а на кладбище появилась могила с его именем. Он в этом списке значился под номером 15, а вот брат Виталия там 44-й. Данные там через знакомых. По телефону все сослуживцы боятся общаться. Писать они не могут. Боятся общаться, это факт. Все запуганные. Все секретно, все прослушивается. От посторонних лиц узнал из Ростова
что с его роты якобы 3 двухсотых, 4 трехсотых и 20 раненых. Тем временем Комитет солдатских матерей Ставропольского края располагает списком из 400 фамилий. Предположительно, это раненые и убитые российские солдаты. Oksana is desperate to know where her brother Konstantin lost his life. Was it in Ukraine? In exercises near the Ukrainian border, one official told her. I asked that official, "Do you believe the words you are telling me?" "No," he said. "So why are you saying this?" I said. "I just want to understand how my brother was killed." Perhaps not everyone here is so keen to know the truth. A few hours after that interview, we were attacked by at least 3 men as we were getting into our car. They hit our cameraman, smashed the camera and drove off with it. Well, we didn't expect our day to end here in the hospital. We're here because our cameraman is having some x-rays and being checked out after the attack. Someone clearly didn't want our material broadcast. After 4 hours at a police station, back in the car, we discovered our equipment had been tampered with. Luckily, we'd made copies of the interview. Someone cleaned the hard drive on my computer. We're not the first to experience intimidation over this story. Any Russian journalists brave enough to investigate the deaths of Russian soldiers in Ukraine risk sparking anger. As for the state media, they maintain that the Russian soldiers there are simply volunteers. Что на нас нападение на журналистов. Они здесь будут? Они на пересечении к нам идут. Да, да. Они сейчас по дороге, на дорогу будут уходить. Больше нет никого? Ну что будем делать? На территории нового кладбища на автомобиль. Район Кресты, нападение на автомобиль. Да. Сейчас давайте. Я не знаю, что будем делать. 47-й регион. 2 молодых людей, незнакомых, догоняют машину, обкидывают камнями. Мы не успеваем уехать, кидаются под колеса. Куда звонить? Хотят, не знаю. Это район Кресты, новое кладбище. Псков. Да. Я не знаю, да. Так, сейчас смотрим. Так, главное, чтобы куда-нибудь не в это самое не попасть, да. Да, нападение на нас, мы на кладбище, тут, короче, какие-то люди нам преграждают дорогу, мы на машине, сейчас пока мы не выходим. Петлянова! Петлянова! Да. Что делать? Подожди, что хотят они? Они вам камеру разобьют. Санкт-Петербург, проспект Солидарности, дом 12, квартира 2. Тихо. Назад, давай, назад. Колеса протыкают РК. Ребят, что хотите? Чего? Не, ребят, мы уезжаем, не надо. На нас напали, проткнули колеса, мы не можем уехать. Меня просили съездить, подожди, не надо. Попроси, мы уезжаем. Уезжаем. Милицию надо вызывать. Отправляют на территорию Украины воевать. Об этом сегодня «Дождю» рассказала глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. По ее словам, на украинскую территорию сейчас отправляют не только контрактников, но и тех, кто проходит службу на срочников. И по словам Валентины Мельниковой, все это напоминает войну в Афганистане. Вот эти похороны тайные, вот точно 83-й год, кого из Афганистана привезли, вот точно. А сама вот это вот
когда отправляют военнослужащих, да, а потом говорят, что никого там наших нет войск. Так было в Крыму, да, когда отправляли, и так теперь. Это вот точно 26 ноября 1994 года. Вот этот первый танковый штурм, да, когда там сгорели, когда попали в плен, и когда тоже наглый Грачев и придурочный Борис Николаевич говорили, что там наших нету. Да? Вот и все. С тех пор, к сожалению, ничего не изменилось. Никаких данных нету, потому что оттуда никто не пишет, оттуда никто ничего не сообщает, еще никто ничего не понял, скорее всего. Да? Ну, как говорится, по экспертной оценке, я думаю, что, наверное, 1015, безусловно, там где-то бродит в том или ином качестве. Сколько из них не имеют документов военнослужащих, а имеют там расторгнутые контракты, или как офицеры там в бессрочном отпуске, там, или еще какая-то ерунда, да, трудно сказать. Ну, вот так вот по оценке 1015. Первый вопрос, который задала моя коллега, Нижегородский комитет солдатских матерей, прокурору, когда вот первая группа погибла, ну, якобы их кто-то обстрелял на территории России, да, там 2 нижегородца погибли. А скажите, товарищ прокурор, а что будет написано в документах, которые получит семья? Он погиб при каких обстоятельствах? Семья будет получать какие пенсии, какие выплаты, да? Ну, прокурор так засуетился, да нет, не волнуйтесь, мы все оформим. На самом деле я не знаю, что это будет, потому что легально невозможно это написать. Можно говорить и написать, что вот, значит, на учениях там подорвались, там не обстреляли. Это совершенно другое дело. Это человек погиб при исполнении обязанностей военной службы, не в боевых действиях. Совершенно другие социальные последствия для семьи, абсолютно другие. На самом деле неизвестно, сколько там погибло вообще за это время, да? Поскольку это ровно Афган, вот когда говорят, что вот в Афганистане там погибло, сколько они говорят там, 14 тысяч, что ли, там, или 15 тысяч человек. Это на самом деле наглая ложь. Потому что документов не было, ничего не оформлено. Кто в госпитале от ранения, от контузии умер, вообще ничего не оформлено. Поэтому, ну и тут то же самое. Вот они вот кто-то увидел, журналисты вот увидели, да, вот сколько-то человек, а на самом деле же никто не знает. Вот когда где-то через полгода семьи поймут, что их как бы кинули, грубо говоря, да, что им там обещали, что мы вам поможем, да, а начнутся проблемы, вот тогда пойдут вот в фонд права матери к соседям, или наши комитеты, помогите, вот сын погиб на войне, а нам там не то, не сё, не пятое, десятое. Вот тогда мы узнаем, сколько погибло. Мальчонка из Рязанской десантной дивизии, прислан весною, отправили их, они в Гуково на полигоне в Ростовской области. И вот он матери присылает смс-ку, значит, полковник Мединский нас собрал и сказал, подписывайте контракт, мы вас отправим в Луганск, не подпишите, я сам за вас подпишу. И мы, значит, вот под давлением подписали. Вот и все. Задержанные российские десантники доставлены в киевские СИЗО. Что это им? Ну а что, как бы, я не знаю, что им будут инкриминировать, но тут совершенно все очевидно. С оружием в руках на территории я понимаю, что чужого государства, где идут боевые действия. Тут. Причем они не являются комбатантами. Россия с Украиной не воюет. Их в этом парадокс. Могли бы вообще просто расстрелять. Конечно, как бандитов. В этом-то парадокс ситуации, понимаешь? То есть, что их могли... У них закрашенные номера на машинах. У них знаков отличия нет вообще. Ну, то есть, все вещи, те вещи, которые по Женевской конвенции обеспечивают комбатанту защиту, они у них отсутствуют. То есть, как будто специально их бросили, сказали, так пусть вас там возьмут и растерзают.